Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья. И сегодня у нас новый урок по комплекту елочных игрушек «Голубая лагуна». И сегодня мы с вами декорируем звезду. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Сегодня мы с вами декорируем звезду. Звезда у меня размер 7,5 сантиметров. Мне понадобится бархат. Бархат у меня смотрит вниз всегда в ворс. И работаем, всегда натягивается бархат по горизонтали. Бархата нам должно хватить ровно столько, чтобы обтянуть верхнюю часть и на нижнюю часть. Боковинки мы растянем. Вешалка, некоторый декор, камни и по ходу работы, возможно, еще что-то. Сейчас приступим. Беру одну из половинок и вот буду подклеивать верхнюю часть, уголок. Беру клей, наношу и вот прямо вот так в угол все сюда затягиваю и даю закрепиться хорошо. Верхний угол мы закрепили. Сейчас натягиваем ткань и подклеиваем вот здесь все. Сильно натягиваем все. Даем закрепиться. Сейчас мы с вами начинаем подклеивать вот эти все внутренние уголки. Беру клей и наношу именно на внутренние уголки. Натягиваю сильно и подклеиваю. С одной стороны. Здесь очень важно сильно натянуть, чтобы не было никаких складочек. И вот так обрабатываем все уголки. Вот вы видите, уже приобретает звезда красивую форму. Сильно-сильно натягиваем. От этого будет зависеть, как выглядит ваш внешний вид игрушки. Вот все углы у нас должны быть все затянуто. И последний уголок. И даем закрепиться. У нас уже прорисовываются все стороны. И сейчас остается самое легкое. Мы просто заполняем уголки клеем и затягиваем ткань вовнутрь. Так все пальчиками прорабатываем. Вот вы видите, все отчетливо получается. Это у меня уголок, который не доклеила первый раз. Сейчас доклею до конца. Вот, все тут подклеен. И продолжаю работу. И последний уголок. Даю всему закрепиться. Теперь у нас все заклеено. Берем маленькие ножницы и вырезаем ненужную ткань. Все лишнее вырезаем. Вот что у нас получилось. И также обрабатываем вторую заготовку. Заготовки готовы, подготовим вешалку. Я использую ленту 3 миллиметра и обычно беру 20 сантиметров. И завязываю края на узелок. Должна получиться вот такая ровная петелька. И на одну из половинок я подклеиваю вешалку. И даю закрепиться.
Теперь подготовим кисточку. Я открываю чуть-чуть колпачок, наношу клей и подклеиваю, чтобы кисточка держалась. И все зажимаю. Беру нитку с иголкой и вот прячу узелок внутри. И несколько раз пройдусь по кисточке, чтобы закрепить ее вот между отверстиями здесь. Этого не будет видно, так как у нас будет декор. И продолжаю работу. И сделаю петельку для кисточки. Я беру ленту эту же и вот ее просовываю здесь. Здесь я завязываю достаточно большой узелок. Вот 2 ленты вместе и завяжу узелок. Этот узелок я затем затяну вовнутрь. Вот, все есть. Лишнее подрежем, чтобы у нас ничего не торчало. И обжигаем. И затягиваем узелок вовнутрь. Все, кисточка у нас очень хорошо держится. На втором конце я также завязываю узелок. Пусть будет. И можно будет подклеить вот сюда кисточку. Подклеиваю так, чтобы мне было удобно подклеить декор. Оставляю несколько миллиметров. Буквально 1,5–2 миллиметра. И даю закрепиться. Теперь надо склеить 2 половинки вместе. Я примеряю, держу пальчиками. Вижу, что у меня все ровно, все устраивает. Беру клей и так быстренько наношу его. У меня пистолет хорошо греется и клей не успевает остыть. Все совмещаю, прижимаю и даю закрепиться. Декор начинаю подклеивать вот снизу. Придерживаю кисточку, наношу аккуратно клей. Мне надо подклеить край для начала. И вплотную вот туда все подсовываю. И даю закрепиться. А теперь продолжаю работу. Наношу клей. Можно как на ленту, так и на бархат. И подклеиваю, прижимаю, даю закрепиться. И следующий участок. Вот так до угла пальцем все прижимаю. И вот каждую грань отдельно подклеиваю. Дохожу до верха, отрезаю лишнее и со второй стороны от кисточки продолжаю работу. Так, лишнее подрезаю. И вплотную все подклеиваю. Также поступаю со второй стороны. И, конечно, не забываем украсить кисточку. Также наносим клей и подклеиваем стразовую цепочку на силиконовой основе. Лишнее подрезаем и все края обязательно подклеиваем между собой. И даем закрепиться. И так как я подрезала кисточки на игрушках, здесь я также подрежу. Беру вот так все на палец. Я уже примерную длину знаю. И все ровно отрезаю. Делаю это с одной стороны.
Если надо, с другой стороны, ну, вот так поворачиваю и дорезаю. Получается у меня все ровно. Бантик для звезды я собираю на шаблон 7 сантиметров. Я уже несколько раз показывала, как это делать. Ссылку, конечно, я оставлю. И, конечно, готовый бантик подклеиваем. В этом случае я подклеиваю бантик вот сюда на изголовье звезды. И затем немножко к вешалке даю закрепиться сначала. И теперь подклеиваю вешалку. Немного клея нанесу. И вот так ровно подклеиваю. Так как у нас колокольчик оформлен стразами и отдельными элементами кружева, я также оформлю и звезду. Вполне достаточно одного узора. Я определилась с тем, как у меня будет расположен цветок, и не отодвигая его, вот так придерживаю пальцем, наношу клей. Подклеиваю одну сторону и затем вторую. В этом случае у меня ничего не смещается. Ну и, конечно, украшаем стразами. На сам цветок я приклею страз и на уголки. И уже тут по желанию можно подклеить в любом порядке стразы. Это уже кому как нравится. И продолжаю работу. Моя звезда готова, и, по-моему, она идеально сочетается как с колокольчиком, так и с другими игрушками, хотя они в разной фактуре. Здесь у нас покраска, здесь у нас шелк, и это у нас бархат. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. И, конечно, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. А впереди очень много интересного и нового. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.